Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, поворот судьбы, неожиданности и сюрпризы до конца октября. Давайте узнаем, что нам раскроют карты. У нас сегодня две колоды. Пасьянс, который я так и назвала, неожиданности и сюрпризы. И колода Таро «Колесо года». Давайте узнаем сначала на маленьких картах, рандомные значения которых никогда не предугадаешь, что выпадет. При этом, конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, вы как раз умеете допустить альтернативное или иррациональное. Поэтому и подсказки какие-то будут. Или мы с вами, мои дорогие водолеи, проведем приятное время. Какие-то итоги можем подводить мы все за счет последнего захода Плутона в знак Козерога. И уже 20 числа, это как ваша эпоха, уже это будет связано напрямую с переходом Плутона в ваш знак. Больше индивидуальности, больше свободы, свободы самовыражения. Это, конечно, замечательно для всех нас. Но мы идем дальше. Неожиданности и сюрпризы, что расскажут карты пасьянса. И я буду смотреть выпавшие значения. И вы тоже смотрите, если я что-то пропустила. Напишите. Те, кто знает уже, смотрят мои видео давно и этот пасьянс видели, то если знаете значения, пропишите. Может быть, есть те, кто впервые случайно зашел на канал Таро Инспирасьоне. Итак, что же нам расскажут и покажут карты пасьянса? Больше карты о событиях, вот так беспристрастно, с чем можем столкнуться или какие вопросы согласовывать. Лестница. И это как путь наверх. Получение желаемого. Ну, я не могу сказать, что прямо вот это произойдет в октябре месяце, мои дорогие. Нет, здесь может быть как первые шаги на пути к успеху. Или что-то очень важное, как вопрос или альтернативный вариант как раз может быть и рассмотрен, или где-то предпосылки к этому. Чего-то не упустить будет важно. Здесь может быть, смотрите, лицо, как новое знакомство. Вот когда я создавала этот пасьянс, я задумала лицо как новое знакомство или тот человек, которого мы не знаем. Но вот что интересно, я ведь тоже себе раскладываю пасьянсы для себя самой. И, мои дорогие водолеи, у меня дважды проигралось не как новое знакомство, а когда меня или какое-то мое дело, или то, что со мной связано, обсуждалось кем-то за моей спиной. Вот я должна это озвучить, потому что я еще думала, интересно, никакого знакомства вообще и в помине не было, или не было даже тех персонажей, которые, ну, относительно можно было по разным контактам назвать как новый человек в моем окружении, или в принципе какие-то контакты. Вот этого не было. Но было очень много досужих разговоров, досужих людей, как потом выяснилось. И это произошло дважды. Поэтому я предупреждаю, имейте в виду, я не могу сказать, что это как-то навредило. Но, тем не менее, вот допустить то, что вы кому-то и интересны, или какой-то вопрос может решаться, но вы пока об этом не знаете. Поэтому слушайте, что говорят люди, включайте свою интуицию. Может быть, каким-то альтернативным путем дойдет до вас и та или иная информация. Как минимум ее стоит рассмотреть, для чего-то она вам поступила. Зачем-то вы это узнали. А вот смотрите, ну для кого-то и правда новое знакомство. И, например, у нас конверт. Конверты, кстати, в нашем пасьянсе есть самые разные, но здесь сердечко, имеется в виду любовное, письмо, послание или какой-то интерес к вашей персоне.
Может быть, это связано с личной жизнью, с какими-то прежними контактами, которые возобновляются. Или вы с вашим любимым человеком сейчас на расстоянии. Но есть какие-то общие темы и общий интерес. Все же тут более что-то конкретное будет, да. Вот по части этого конверта здесь может решаться вопрос о личной жизни. Семейное счастье выпадает. Но, может быть, это семейное счастье как-то согласуется еще и с документами или подписаниями чего-либо. И здесь могут быть как и вопросы работы, которые перемежаются с личной жизнью, и как вопросы переезда, или вопросы вашего статуса. Но здесь, как вот к благополучию, изобилию, процветанию, мои дорогие, чего-то, правда, не упустить. И я вот все же то, что я сказала по значению лицо, маска. Это правда какие-то, знаете, как кулуарные разговоры, которые вам не мешают, но вам нужно быть внимательному, потому что, ну, может быть, и не сказать лишнего, или как больше внимания к вашей персоне. Поэтому отчасти не думать, что все люди братья, ну, по крайней мере, в этот промежуток времени, потому что, как минимум, один персонаж может быть таков, что как затаился, одевает маску, или вам говорит что-то приятное, а сам про себя думает что-то другое. Себе не навредить. Почему? Еще одно совпадение. Посмотрите. Правосудие. Да, это, конечно, внутренний баланс, гармония в душе, но это баланс во взаимоотношениях. Поэтому вы тоже одеваете маски, вам как будто уже в нескольких позициях, чтобы себе не навредить жизни, оставляют другого. И пусть все ваши действия согласуются с законом. Не должно быть такого, что, знаете, на авось сделано. Или вы думаете, что потом как-то тут разберется. Да вот нет, тут надо себе где-то и соломки подстелить. Или узнать конкретно, может быть, кому-то из вас придется, как в отношении вас работает закон. Ну, есть и как причина и следствие, есть и какая-то конкретика. Смотрю, что у нас еще с вами совпало. Какие значения. И у кого-то на самом деле вопросы дома. Где вы находитесь, вашего места проживания, или где вы собираетесь находиться, может быть, так. Вопросы, опять же, переезда. Или это будет связано с вашим продвижением, потому что дом, это именно дом. У нас есть разные значения. Есть учреждение, официальное что-то, а это место, где мы приходим отдыхать, где мы чувствуем себя в уединении, где нам хорошо, уютно. И рядом как раз-таки продвижение, лестница, да. Поэтому здесь могут быть взаимосвязанные вопросы, как и работы. У кого-то работа на дому, у кого-то, может быть, вопрос стоит работать из любой точки мира, и вы собираетесь куда-то переезжать. Или вы хотите удаленную работу иметь, или вы что-то изучаете, мои дорогие водолеи, для того, чтобы получить эту работу. Но у каждого что-то свое. Или решаете, опять же, согласовываете какой-то лично сугубо вопрос с вашей семьей или с вашим любимым человеком. Может быть, и улучшаете дома жилищные условия. И банально такое тоже может проиграться. И пока я с вами говорила, не увидела я еще совпадений. Давайте мы раскроем значение неожиданности и сюрпризы на картах Таро. Что нам расскажут? И первые три карты это как неожиданности сами по себе. Может быть, дополнит то, что карты пасьянса перед нами показывают. Нет, личная жизнь, она все же в центре внимания. Может быть, это и ваша семья, потому что королева чаш часто наши партнеры по браку или наши близкие. Или тот человек, может быть, как на данный период времени друг. И не важно, что у нас королева, меня смотрят и мужчины, и девочки.
Это может быть и мама, между прочим, для кого-то, или кто-то из ваших родственников, сестра, может быть. Но это искренний человек, который любит вас, которого любите вы. Есть какое-то взаимодействие, стало быть, с домом, может быть, с семьей, есть и какие-то дела, может быть, и сообщения, может быть, вы на расстоянии от своей семьи или от своих родственников собираетесь съезжаться или поехать к ним в гости, кто-то так, а кто-то думает и надолго. И вопросы работы тут же увязывает. Тут у каждого по-своему. Хорошо, неожиданности, но это какие-то приятные согласования, мои дорогие. Вот точно. Ой, я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Вот такой старый анекдот с такой коронной фразой, когда действительно отправляться в путь. Дорога к свету. 20-й старший аркан, вот так он выглядит в этой колоде. И это вот тот свет, когда мы идем вперед. Мы идем вперед, буквально мы осуществляем свою мечту, намерение. И неважно, какие там у нас события со знаком плюс или минус были в прошлом. Но словно божественный свет освещает путь. И обратите внимание, наша девушка идет, казалось бы, холодно, она идет босиком, кругом снег. Но именно вот этот божественный свет освещает путь. И посмотрите, растут цветы. Вот вы... Мои дорогие водолеи, как миссию какую-то свою должны осуществить. Или очень важное желание. Не оглядывайтесь, правда, в чем-то назад. Не упустить какую-то возможность для вас будет очень важно. Может быть, не дать себя уговорить на какой-то непонятный вариант, а осуществить именно то, чего просит ваша душа. И в неожиданностях прошлое пытается от вас оттолкнуться. Может быть, даже вот эти какие-то досужие мысли или люди вы можете поменять, как и место проживания, место работы, место вашего социума, ну, в принципе, социум или окружение ваше. Вы можете тоже пересматривать, менять. Меняются ваши взгляды на жизнь, на мир, ваши новые какие-то устремления. Вы подводите как и итоги, так и идете вперед. Ну, прекрасно. Эта карта еще, пусть не в этой колоде, избавление от боли, избавление от страданий. Вот именно этот новый путь. Да, есть еще какие-то иллюзии, не без этого. Эта карта 7 чаш. Вот они как будто привязаны. И нам воздушный змей, как бабочка, изображена. Нам кажется, эхо, у нас сейчас все осуществится. Но, тем не менее, может быть, и попробовать себя стоит. Вот, кстати. Или примерить на себя. Примерить какую-то работу или какие-то возможности. Сделать какой-то очень важный выбор вам предстоит. Но я могу предположить, что это будет методом проб. Может быть, как какого-то нового опыта. И именно через опыт вы окончательно с чем-то определитесь, мои дорогие. Потому что, с одной стороны, нам хочется чем-то заниматься, точно. А с другой стороны, все же эта карта еще иллюзий. Поэтому отделить зерна от плевел вам придется. Но это в неожиданностях, поэтому, в принципе, это возможности какие-то открываются. Давайте узнаем сюрпризы. Возможно, те, которые вытекают из вот этих неожиданностей. А после мы подведем итоги. Узнаем, к чему это идет. Или, как варианты, завершения той или иной ситуации. Вот посмотрите, какой-то вопрос вы не можете или не могли, допустим, решиться на что-то. Или вы пытались решать что-либо, как у кого-то с документами, и вы ждали долго документов, в итоге вы его получаете. Я не могу сказать, что по этой карте на 100% что-то решается. Нет, может быть, что-то остается еще на рассмотрении. И в последующем нам, кстати, по гороскопу, так в целом планетарно говорят, в ноябре еще будет больше ясности. Поэтому некоторые вопросы примите к сведению, что окончательно, возможно, прояснятся еще и в ноябре. Может быть, и есть какая-то тема, которую быстро не осуществишь. Есть, опять же, регламент для тех же документов. Но и вы сами не должны где-то что-то ставить на паузу. Тут, наоборот, если даже и есть такой необходимый период ожидания, тогда собирать нужную информацию, что-то узнавать. Ведь карта повешенного человек как будто пытается увидеть с другого ракурса. Вот, видимо, другой ракурс взять это точно, как свет, дорога к свету. Сюрпризы. Ну и, безусловно, собой не рисковать.
Семерка жезлов. Двое спасают свое добро. Нам показано наводнение. И буквально мы себя сохраняем. И, видимо, на этом пути к свету, это как сюрприз к самосохранению или каким-то новым возможностям. Исключите полностью риск, мои дорогие водолеи. Вот так. И здесь мы уже никому ничего не доказываем. А нам, кстати, могут предлагать разные вещи или брать с нас какое-то слово, или пытаться нас в какие-то дела в свои где-то затянуть. А здесь нам наводнение говорит, да нет, тут каждый решает сам за себя. Вот и у вас какой-то вопрос, как сюрприз, когда вам нужно на чем-то одном сконцентрироваться. И это касается лично вас. Или вашего благополучия, вашего имущества, или вашей недвижимости, или места проживания. Но то, что вам будет в последующем совершенно точно необходимо. И этому нужно уделить внимание. Не переключиться на что-то другое. Не поставить перед собой в какой-то этап времени, октября, вот этих уходящих дней, перед собой многозадачность. А именно концентрация на чем-то одном. А если вас пытаются отговорить или вам какие-то свои советы давать, то тут тоже нет. Люди заняты конкретным делом. Все остальное не важно. И у вас будет какой-то пункт в этих уходящих днях. Давайте еще. Сюрприз. А вы знаете, вот тут вы можете окончательно проститься с какими-то иллюзиями. Может быть, и был какой-то эпизод в вашей личной жизни, восьмерка чаш, когда вы, правда, можете уехать куда-то далеко, потому что, как последняя капля или последняя точка в вашем выборе, помимо работы, к примеру, помимо вопросов дома или каких-то ваших еще, таких амбициозных устремлений, честолюбивых планов, так вот, последняя точка, последний аккорд еще будет личная жизнь. Может быть, как это, знаете, личная жизнь, которую вот как дорога к свету, или что-то, или конкретный человек, который ждет где-то в другом месте, на другом берегу. Или может появиться такой человек, или как история с чистого листа. А здесь вот конкретно какая-то очень тяжелая была в личной жизни ситуация. И вы сказали кому-то: уходишь, ну и уходи. Интересная очень карта в этой колоде. Наша девушка смотрит в спину удаляющемуся мужчине, и платочек в ее руке. Обратите внимание, никаких слез. И как будто она сжала в кулачке крепче этот платок. Это она не утирает слезу, а как будто она себе хочет сказать: пошел, вот и иди. Понимаете? Она самоукрепляется, самоутверждается. И всегда по восьмерке чаш мы ищем выход, и мы его находим. И выход этот будет совершенно альтернативный, так как вот этот мужчина не ждал. Он, может, ждет, что она побежит. А она, нет, да, близко даже, ни одной мысли, что она за ним побежит. И весь вид ее, как бы художник передает, что да, все 8 кубков пусты, нечего уже терять. Уже все, что можно было, мы проиграли. Или все пасьянсы мы в наших отношениях разложили. И теперь у меня судьба ставит партию в шахматы, а ты идешь своей дорогой. У меня другие интересы. Вот кто-то может сказать и так. Давайте посмотрим итоги. Я могу только одно сказать, что, правда, выход вы любой найдете. И если вам нужно принять Соломоново решение, вы его примете. Но, видимо, какие-то иллюзии, они должны окончательно у вас испариться, мои дорогие водолеи. Ну вот, видимо, такой период. Без этого невозможна дорога к свету, к счастью, к возможностям. Может быть, это и было что-то связано с предательством. Я такое тоже могу предположить. И, кстати, выпадает правосудие. У кого-то могли быть и вопросы по части суда. И это было, вот эти разбирательства были неожиданны. Итак, давайте смотрим итоги. Чем же нам, что нам расскажут карты, во что это все выльется. Вот посмотрите, первая карта, я говорила, королева чаш, карта любящего человека.
Вот есть какие-то для вас очень важные контакты. Да, может быть, это и близкие, которые вас поддерживают. Но девятка пентаклей – это карта самодостаточности. Это возможность сделать деньги. Причем путем заработка. Это не легкие деньги, мои дорогие водолеи. Но, значит, все ваши приложенные усилия, нам человек собирает урожай. И вот вы какой-то урожай соберете. Это новые возможности, мои дорогие, и это какое-то уверенное, успешное будущее. Одним словом, какой-то итог вас точно порадует, когда вы на что-то решитесь. Может быть, выйдете вот из этого, наконец, подвешенного состояния. Может быть, оно и будет для того, чтобы увидеть с другого ракурса. Но это какой-то короткий промежуток времени. Мы в нем не должны застрять. Итоги. Второй дуплет. Это готовность и желание учиться. Принцесса Пентаклей, прилежная ученица, так называется в этой колоде. Кто-то учит язык, кто-то осваивает новые скиллы, навыки, ремесло, кто-то пытается себя адаптировать к новой жизненной ситуации, кто-то продвигает свое дело, к которому вы, может быть, приступили относительно не так давно, или вы прежде не уделяли этому внимания, а теперь вы понимаете или как-то по-другому чувствуете, видите потенциальные возможности, собственные ресурсы, и у вас правда будет что-то еще продвигаться. Прекрасно. Это карта прогресса, мои дорогие, поэтому каков итог? Чем завершится? Это вот здесь сбор уже урожая богатого, мои дорогие, а вот это продолжение следует. Видимо, этот урожай будет приумножен в разы. И опять же правосудие. Вот здесь, как по закону, по правосудию. Вот, видимо, сама судьба подводит вас к какому-то итогу и балансу. То, что не может быть продолжено, то, что не будет служить вашему прогрессу, оно должно быть завершено. Да, по этой карте действительно могут быть два значения правосудия, весы. Могут быть и те вопросы, которые слушания в суде. Тогда есть и, может быть, темы, когда вам нужно прояснить через адвокатов, через юристов, как в отношении вас работает закон. Где-то карта говорит, если ты прежде сделал что-то хорошо, тебе пространство будет просто помогать и создавая какие-то более благоприятные условия. Если же есть какая-то, такая патовая ситуация, мы можем остаться один на один, чтобы решить все же этот вопрос, чтобы он нас не тянул назад. Вот вы как какой-то гештальт закрываете, мои дорогие водолеи. И это своего рода дорога к свету. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.